По результатам исследования GfK Украина по заказу Кальмиусской группы почти 55% украинцев в той или иной мере поддерживают Минские соглашения. 59% опрошенных слышали о них, но нуждаются в большем количестве информации. Что такое Минские переговоры и эффективны ли они в решении конфликта? 5 сентября 2014 года в Минске был принят протокол о временном перемирии на востоке Украины. Всего 12 пунктов. 8 из них являются конкретным руководством к действию. В соответствии с ним стороны обязались осуществить следующие шаги. Обеспечить двустороннее прекращение огня и отведение тяжелого вооружения. Обеспечить мониторинг и верификацию режима неприменения оружия со стороны независимых наблюдателей ОБСЕ. Обеспечить децентрализацию, в том числе принятием закона Украины об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Создание безопасности в приграничных районах Российской Федерации и Украины. Безотлагательное освобождение всех заложников. Принять закон о недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Обеспечить проведение досрочных местных выборов в соответствии с законом Украины об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Вывести незаконное вооруженное формирование, военную технику, боевиков и наемников с территории Украины. В разработке и подписании соглашения приняли участие члены трехсторонней контактной группы. Экс-президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представитель ОБСЕ посол Хайди Тальявини, а также представители незаконных организаций ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Стоит отметить, что в протоколе Захарченко и Плотницкий представлены как частные лица. Украинское правительство, а также главари ЛНР и ДНР на протяжении 4 лет заявляют о том, что Минские соглашения с их стороны выполняются. Тем не менее, обстрелы на Донбассе продолжаются. Гибнут гражданские лица и военнослужащие, разрушается инфраструктура. Естественно, нельзя сказать, что он выполняется. Главная его часть – разведение вооружений и прекращение боевых действий. Но то, что хорошо, то, что он позволил снизить интенсивность боевых действий и снизить количество возможных жертв. Одним из немногих выполненных пунктов протокола стало привлечение международных наблюдателей ОБСЕ. Появилась возможность получать независимые данные о том, что действительно происходит в зоне боевых действий на Донбассе. Украина более, скажем, ответственно относится к выполнению Минских соглашений, и наблюдатели независимые, естественно, они могут это не фиксировать. И благодаря этому у Украины хорошая позиция. Участники трехсторонней группы также поднимают важные вопросы, касающиеся интересов жителей неподконтрольных территорий. Люди получили переговорную площадку, на которой они могли решать вопросы гуманитарного характера, обмен пленными, восстановление каких-то инфраструктурных объектов. Вот в этой части скажем, площадка это более-менее эффективная. Частично выполненный пункт Минского протокола – безотлагательное освобождение всех заложников. Еще одна болезненная точка на карте переговоров. Обмен пленными имеет эпизодический характер, и ему обычно предшествуют длительные перипетии. До конца нельзя гарантировать, что все пройдет в соответствии с договоренностями. Тем не менее, каждый освобожденный из плена боевиков гражданин Украины – результат Минского протокола. Это один из ключевых вопросов в переговорах. Несмотря на то, что Минский процесс регулярно критикуют и считают недостаточно эффективным, сейчас это единственный инструмент для достижения мира на Донбассе. Пока альтернативы ему нет. Но боевые действия продолжаются. Выполнение первого пункта протокола, полное двухстороннее прекращение огня, возможность избежать эскалации и перейти к мирному урегулированию конфликта.